Черный понедельник для российской металлургии. В Украине продолжают снижаться складские котировки арматуры. Рост стоимости стали в Турции. Основные события на рынке металла прошедшей недели в еженедельном обзоре Metal News. Программа выходит при поддержке группы компаний Техэнергопром. Американские санкции вызвали обвал на российском фондовом рынке. Сопоставимого падения индексов Московской биржи и фондовой биржи РТС не наблюдалось с кризисного декабря 2014 года. 9 апреля на торгах начали обваливаться котировки акций практически всех российских металлургических компаний. Уже к 16:00 по Москве «Русал» падал на 26,92%. Напомним, что сам алюминиевый гигант, его основной акционер Олег Дерипаска и крупнейший миноритарий Виктор Вексельберг оказались в санкционном списке Министерства финансов США. Мечел по ходу торгов падал на 32%, после чего торги перевели в особый режим. К закрытию торгов котировки были в минусе на 19,26%. Акции НЛМК упали на 7,32%, Северстали на 7,16%. По мнению экспертов, санкции однозначно показывают, что в такой ситуации могут оказаться практически все публичные российские компании. В Украине обострение конкуренции среди продавцов способствует дальнейшему снижению котировок арматуры. Диапазон цен на прокат 12-32 мм в данный момент сместился к 18 600-18 900 гривен за тонну. Это на 200-300 гривен за тонну ниже, чем на прошлой неделе. В тендерах арматура реализуется еще на 100 гривен за тонну дешевле. Причиной падения цен является тактика компаний, предлагающих импортную арматуру. Импортеры увеличили скидки, задав новый ценовой минимум. Количество проката на рынке стабильно. В апреле ожидаются значительные поступления импорта, что будет и дальше поддерживать высокий уровень конкуренции. По ряду прогнозов на следующей неделе спад складских цен на арматуру может составить 200-300 гривен на тонне. Складские котировки фасонного проката остаются неизменными. Этому способствует устойчивый спрос и стабильность цен поставщиков. Наблюдаются скидки при реализации средне- и крупносортного профиля в пределах 500 гривен за тонну, но пока лишь в отдельных случаях. В ближайшую неделю трейдеры не ожидают изменений складских котировок. На рынке СНГ заводские цены на арматуру выросли, но дальнейшее повышение остается под вопросом, хотя строительный сезон начался. Рост котировок составил 5-15% в зависимости от производителя, что связано с широким разбросом цен в прошлом месяце. Ширина ценового диапазона на первичном рынке сократилась до $17 за тонну. Прокат 12 мм реализуется по $634-651 за тонну. Дальнейшее развитие событий на рынке будет зависеть от множества факторов, но в мае многие эксперты прогнозируют возможное снижение котировок. Евраз, западносибирский металлургический комбинат, в апреле планирует сократить экспорт полуфабрикатов за счет уменьшения поставок квадратной заготовки. При этом поставки слябов сохраняются на довольно высоком уровне. Компания планирует направить на внешние рынки 139 тысяч тонн товарной квадратной заготовки, что на 14% ниже показателя марта. Снижение активности покупателей способствует уменьшению экспорта. При этом будет отгружено около 155 тысяч тонн слябов, что соответствует результату марта. Весь объем будет поставлен в страны Юго-Восточной Азии. Цены на польскую арматуру стабильны, но в ближайшее время эксперты ожидают некоторый рост благодаря сезонной активности строительного сектора. Спрос со стороны потребителей растет, что, скорее всего, повлечет рост котировок. Цены, которые незначительно снизились в начале апреля в связи с пасхальными праздниками, вернулись на уровень показателей конца марта. Предложение материала апрельского производства на внутреннем рынке Польши находится в пределах 558-563 евро за тонну на условиях CPT. Импортные предложения на рассматриваемый период также остались без изменений. Цены на арматуру от немецкой компании Riva для польского рынка составляют 570 евро за тонну, условия CPT, что идентично показателям конца марта. Итальянский материал в бунтах доступен польским покупателям по 560 евро за тонну, условия CPT, с апрельской доставкой. Российская арматура апрельского производства предлагалась польским покупателям на этой неделе по 550 евро за тонну, условия CPT. Индийский стальной гигант GSW представил итальянским властям план развития завода Aferpi. Инвестор намерен осуществить перезапуск существующих прокатных станов, включая рельсовый и сортопрокатный, и возобновить производство стали на предприятии. Точные сроки пока не сообщаются. Также GSW собирается начать демонтаж заброшенного горячего цеха Aferpi в начале 2019 года. После этого инвестор планирует возобновить производство жидкой стали к 2021-2022 году.
Saudi Iron and Steel Company, который является единственным производителем плоского проката в Саудовской Аравии, снизил цены на горячекатанные рулоны на $10-15 за тонну по сравнению с показателями марта, так как деловая активность остается довольно низкой. Материал толщиной 3,6 мм доступен по $655-660 за тонну на условиях CPT с отгрузкой в июне. Из Китая предложение на материал 3 мм поступает по $600 за тонну условия CFR с отгрузкой в июне, тогда как на материал 1,2 мм по $640-650 за тонну условия CFR. В то же время сообщается, что цены предложения от египетского S-Steel на материал 1,2 мм поступают по $700 за тонну условия CFR с аналогичным сроком отгрузки. Таким образом, цены на горячекатанные рулоны из Китая даже с учетом импортной пошлины 5% выглядят наиболее привлекательными для покупателей из Саудовской Аравии. С начала 2018 года Турция экспортировала 5,1 миллиона тонн стальной продукции, отметив снижение показателя на 4,9% в годовом сравнении. При этом ценовой показатель экспорта стали из Турции вырос на 21% в годовом сравнении, до $3,6 миллиарда. Учитывая ситуацию по статье 232 и ее влияние на глобальные товарные потоки, для стальной индустрии Турции может наступить не лучший период. Вы смотрите Metal News, обзор за неделю. Индикативные цены к концу отчетной недели выглядели так. Вы смотрели Metal News — оперативную информацию о состоянии металлургической индустрии. Подписавшись на канал и нажав на колокольчик, вы будете в курсе основных событий глобального рынка металла.